Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики, мои дорогие друзья и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад. Что ждет в ближайшие дни? Что произойдет со дня на день или в ближайшее время? Каковы события ближайшего будущего и с чем это будет связано? Действительно, с какими-то действиями, что случится с нами или произойдет, давайте с вами узнаем. И для начала мы спросим, а кто вы? Или какую историю нам раскроют карты? У нас сегодня колода «Колесо года». Причина и следствие. Очень, кстати, символично, потому что мы на первых шагах ноября месяца, а с 9 числа Уран вернется в знак зодиака Телец, и нам преподнесет какие-то сюрпризы в плане нам чего-то уже очень хорошо знакомого или тем, чем мы занимались прежде, но с какими-то новыми нюансами или с новыми обстоятельствами дела. Ну, давайте приготовимся услышать нашу интуицию, мои дорогие. А я же хочу поблагодарить за ваши волшебные комментарии. И за вашу спонсорскую поддержку тоже. Итак, кто же вы? Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Любящего человека. Того человека, который правильно ставит вопросы. Есть цена, есть ценности. Вот для королевы чаш ценности на первом плане. Есть то, что мы не купим за деньги. Это любовь, это искренность, это верность. Это наши близкие, родные. Королева чаш готова заботиться. Может быть, это вы о ком-то заботитесь или о своих детях. Может быть, я допускаю, участвуете в жизни даже родственников или занимаетесь благотворительностью. Такое бывает. Есть, конечно, и другое значение по этой карте, знаете, как ожидание какое-то. Может быть, долгое время мы словно ждем. И какая-то работа вами, я такое предполагаю, безусловно, проделана. Но по этой карте, чтобы, знаете, вот этот альтруизм, который присущ королеве чаш, он не должен, ну, где-то перейти в самопожертвование. Возможно, вы сейчас как раз смотрите это видео и думаете, а не стоит ли мне пересмотреть свое участие в жизни некоторых людей, может быть, даже и ваших близких. Может быть, меня смотрят те люди, которые занимаются творчеством, или те, которые, знаете как, имеют какие-то, ну, идеи, которые вы обдумываете, каким образом мне переложить уже на действие, потому что идея сама по себе сырая, а здесь нужно именно подкрепить вот это вдохновение какими-то конкретными свершениями. И я должна сказать, в основном, конечно, по этой карте люди, которые наделены эмпатией, те, которые умеют чувствовать вообще окружающую обстановку, те, которые предпочитают гармонию какой-то конфронтации или ненужным вот этим спором, диалогом. Те люди, с учетом уже теперь восьмерки пентаклей, которые люди дела, люди слова. Потому что зачем терять даром время, если это не будет служить каким-то прогрессом? Буквально люди, которые много работают, может быть, работают на дому. Вот вполне вероятно, неважно, чем вы занимаетесь. У кого-то творчество на дому, ну, у кого-то иная другая работа, но у кого-то это совпадет, именно момент такой, да. Или пусть вы дома находитесь, но вы как не ходите, не передвигаетесь в организацию, в какое-то учреждение. Может быть, кто-то воспитывает ребенка, да, маленького, осуществляет уход. Или уход за близкими. У кого-то и так может совпасть. И значит, это тоже какая-то работа. Но, как я сказала, по этой карте вы склонны находить какие-то общие точки взаимодействия взамен конфронтации. Работать над отношениями. Не только буквально сама по себе работа, но и с другой стороны, эта карта еще денег. Может быть, вы ожидаете какую-то сумму денег буквально сейчас за проделанную работу. Может быть, у кого-то они и задерживаются, кстати. Но давайте посмотрим дальше. Смотрите, какой волшебный, да? Я смотрю, какой триплет у нас получился. Вы знаете, несмотря на эмпатию, на способность и желание договариваться,
Но, видимо, сейчас есть какой-то пункт в вашей жизни, который вас просто настоятельно заставляет пересмотреть свою активность, участие и больше высвободить свободного времени либо для ваших планов, достижений, но еще одновременно у кого-то может быть и усталость, кстати. И вот пересмотреть график работы, критического мышления, карта «Сила», когда мы понимаем, что мы проделали прежде и стоило ли нам в чем-то участвовать. Вот теперь вот эти ваши ресурсы максимально себе во благо вы хотите переложить. И если даже прежде вы бы подумали, чтобы, ну, вокруг какая-то была гармония, для вас это важно, безусловно, но, может быть, вы сейчас стоите перед выбором у кого-то из-за усталости или из-за того, что нехватка времени. Вам нужно именно что-то для себя самой или самого сделать хорошо. И если мы движемся в несколько направлений, ничего не получается. Это карты и дипломатии, но все же в первую очередь, когда мы нашу силу направляем на благо самим себе в первую очередь. У вас сильная позиция, вы где-то это можете чувствовать. Аркан Мир. У нас какой-то волшебный человек, маг, буквально идет. Аркан Сила имеет энергетику, как у карты мага, когда, да, мы и дипломаты, когда мы в то же время не замыленным глазом смотрим на то, что происходит вокруг, а мы понимаем четко те вопросы, которых сколько не участвуй, но ты это не решишь, потому что это зависит от каких-то других решений или от решений других людей, от общей какой-то атмосферы или обстановки. Может быть, это касается работы или в целом каких-то контактов. А может быть, это касается, ну, обстановки вообще в мире. Вот здесь я тут вижу и те люди, которые именно желают этого мира, это точно. Те, кто не настаивают на своей точке зрения, вот все 4 карты об этом. А наоборот, раскрыть, вот этот мир помогает раскрыть собственные какие-то ресурсы. Ресурсы, как, может быть, и инновационные. Или когда хочется у кого-то из вас, вот как желание путешествовать, открывать для себя новые культуры, архитектуру, мир, общение. Ну, вот именно как бы расширять свои возможности, и это где-то может совпадать с тем, что вы хотите видеть и новые страны, и вообще, в принципе, какая-то рутина вам надоела. Вот, кстати, ведь одна из лучших карт в колоде– восьмерка пентаклей на работу, на деньги. Но наступает время, как перевести ваш труд или ваши какие-то задумки на более высокий уровень, расширить собственные возможности, выйти из какого-то замкнутого пространства, выйти из периода ожидания, что-то завершить и тут же правильно начать. Вы очень миролюбивый человек. Десятка чаш. Вот что в вашей жизни. Если сейчас в вашей жизни происходят какие-то метаморфозы, ну, я думаю, не случайно все-таки нам выпали такие волшебные карты. Скоро будет что-то меняться. Это точно. Может быть, изменится некоторая составляющая, которая касается вашей семьи, вашей личной жизни, вашей пары. Может быть, у кого-то есть желание помириться с теми людьми, которые для вас дороги, но прежде была какая-то конфронтация. Или у кого-то это перемирие уже состоялось. Но пока мы еще не знаем, что будет дальше, да, может быть, поэтому вы и смотрите наш расклад. Все-таки это карта прогресса, и нам говорит по рыцарю Пентаклей, добрые дела наспех не делаются. Может быть, и вы где-то готовы взять более далекую дистанцию, и сейчас определяетесь, кто со мной идет, на кого я могу положиться. Не из тех, кому я, может быть, раньше помогала, ну или пусть помогал, перекладывайте на себя, мои дорогие мужчины. Ну, вы тогда все равно больше вот в этих энергиях эмпатии, дипломатии, добра, душевности. Для вас это важно. Ну, не для всех мужчин важно, но вот для вас это будет важно. Ваши какие-то корни, ваши связи, ваши любимые люди, о которых вы беспокоитесь, заботитесь. Пусть даже с позиции вот таких женских энергий и ответственности, и переживаний. Вот переживательная, как ни крути, королева чаш, она
через душу пропускает каждую историю или историю каждого, кто ей дорог. И вот здесь и семья, может быть, кто-то из вас мечтает о семье, и вы уже где-то готовы выходить из одиночества, из этого периода ожидания. Может быть, и думаете, расширю горизонты, буду где-то и путешествовать, и обрету новых друзей, кто знает, может быть, через этих новых друзей и сложится моя личная жизнь. Тут ведь по-разному возможности к нам идут, да, и любовь приходит под разными флагами. Но конечная точка маршрута, то, что вы как будто себе задумали, это десятка чаш. Это когда и благополучие, это когда в доме изобилие, процветание. Ну, одним словом, достаток, благополучие. И вы сейчас вот этим благополучием может быть заняты в первую очередь, потому что понимаете, что деньги – один из способов взаимодействия с миром. А планов у вас на далекую перспективу очень много. Творческий человек и ресурсный человек. Но вот насколько вам это совпадает, тут очень добрые карты. Что-то тут у нас перевернулось. Ух ты! Дорога к солнцу. Положим здесь. Но посмотрите. Может быть, закончить уже наш расклад? Все-таки не случайно такие карты выпадают, какая-то у вас перезагрузка точно будет. Аркан Солнца, приготовьтесь на эту дистанцию, как минимум 6-8 месяцев, с чем-то определяться. Может быть, вам придется что-то корректировать, и от чего-то вы откажетесь, это правда. И этого требует как закон кармы, правосудия. Мы говорим иногда, в некоторых колодах так и прописано закон кармы. И девятка чаш в этой колоде. Опять же, семья, но больше девятка чаш – финансовые поступления. Может быть, для кого-то из вас смена места жительства и поселиться вообще на постоянное время. Вы где-то себе запланировали. И оформить, может быть, по вашей недвижимости какой-то юридический документ. Вот вполне такое возможно. Даже не зная карт, можно понять, о чем они нам говорят. И это как то, что вы будете заниматься, то, что вы будете, или чем заниматься, что решать. Много таких добрых карт, я вот их положу именно вот так, в середине. А мы давайте продолжим с вами. Ну, не случайно же. Вот как будто бери ориентиры на полгода минимум. И в центре твоего внимания семья, финансы и все сделать по закону. Так что же ждет в ближайшие дни? С чем будут связаны события ближайшего времени? Что случится или произойдет? Вот смотрите, в каких-то разочарованиях должна быть поставлена точка. 3 мудрых птицы восседают на рукоятках мечей. Это у нас филин, ворон и сова. Вам придется какие-то мудрые решения принимать, может быть, по части ожидания, или пересматривать какую-то вашу прежнюю стратегию, тактику. Это совершенно необходимо, потому что если мы подзастрянем, даже если вам что-то не нравится, по тройке мечей, это карта, знаете, какой-то душевной боли. Вы знаете еще такой момент. Вы умеете прощать. Но тут, видимо, не просто какое-то вселенское прощение, но себе навредить определенно нельзя. В ближайшие дни так или иначе у вас станет какая-то тема или о себе напомнит, она тянется из прошлого. И у нас очень символичный период. И вот, видимо, вам какое-то Соломоново решение нужно принимать. Вам это будет сделать просто. По крайней мере, проще, чем когда-либо. Потому что мы не испытываем уже эмоций, когда выпадает тройка мечей. Это прежде была вот это, знаете, как сгусток боли, а теперь здоровое равнодушие. Раньше мы пропускали постоянно какую-то болезненную ситуацию через чувства. Она нас все время не могла оставить. А теперь мы понимаем, сколько там себя не мучай, я себя только разрушаю. Настало время посмотреть на что-то объективно и сказать прошлому «прощай», потому что нужно идти в будущее. Любая карта тройка – это карта будущего, но для вас будущее начинается именно с каких-то рациональных решений, с холодной головы или здорового равнодушия. Видимо, какая-то тема может о себе напомнить. Может быть, это конкретный человек.
от которого вы получите либо весточку, может быть, это у кого-то, все-таки тут у нас и солнце, и работа, согласование, высокие учреждения или ясность по какому-то вопросу, который где-то имеет под собой вот именно юридические, документальные свершения, подписания, согласования. Вот-вот ждите в ближайшие дни, значит, будет какая-то информация. То есть информация – это карта скорости и вот чего-то, как появляющегося внезапно. Может быть, вы уже поставили перед собой какие-то цели или ждете документов конкретно. Тогда будьте готовы к тому, что то, чем вы занимаетесь, может несколько ускориться, ведь это карта скорости. И вам придется в ближайшие дни быстро собраться и куда-то поехать. Может быть, это мелкие передвижения по организациям, инстанциям, получение каких-то документов, а для кого-то это на более таком глобальном уровне, когда вы слышите новость, и для вас тоже это проясняется какая-то обстановка. Это как что нужно делать? Или что зачем нужно делать? Как действовать? Ух ты, карта маг. Вообще карта силы часто как карта женской силы. Но в этой колоде тут немножко по-другому изображено. А карта маг – это всегда сила мужская. У кого-то будут вопросы пары, вопросы семьи. Здесь какая-то перезагрузка. И в этот период времени, в ноябре, весь ноябрь, я бы сказала, даже на более продолжительный период, люди из прошлого могут возвращаться. Причем с какими-то новыми пожеланиями. Или с какими-то новыми своими желаниями. Я такое тоже могу допустить. Или пересмотром взаимоотношений. Но тут у кого чего касается, потому что карта маг, с одной стороны, все стихии в руках, но с другой стороны, вот эти стихии у кого-то будут касаться вопросы дома, у кого-то работа, у кого-то финансы, потому что 4 как бы элемента, а у кого-то и чувств, и личной жизни. Что же случится в ближайшие дни? Умеренность. С одной стороны, словно ангел присматривает за вами, мои дорогие, но с другой стороны, какой-то вопрос может быть не решен быстро. Может быть, вы будете готовить документы, как раз согласие, может быть, на переезд, чтобы какая-то юридическая составляющая. Или, но это, знаете, опять же, регламент или процедура, вот хочется сказать, она должна быть соблюдена. И тут мы вряд ли что-то можем ускорить, потому как, ну, вот то, что уже прописано, как и по правосудию, так и по какому-то регламенту, нам придется пройти через эти, ну, как ступени. И это будет иметь значение, потому что все же правосудие – это у нас гармония, равновесие и справедливость. Умиротворение проходит по аркану, умеренность, где-то и спокойствие, не без этого. По этому аркану, когда мы можем, правда, договориться, я такое допускаю. Ну, и знаете, это еще такая тоже исцеление через трансформацию. А трансформация как будто она уже произошла, но, может быть, еще требуется некоторые точки над «и» расставить, и для этого тоже потребуется время. Удивительная карта. Тут возможности у вас в ближайшее время. Что это еще что случится? Да вам по судьбе. Какой-то судьбоносный период. Мне хочется сказать для каждого из нас. Все-таки нас много, это общий расклад. Я очень надеюсь, что мы по части мира с вами что-то в ближайшее время услышим. Или, по крайней мере, какая-то ненужная конфронтация. Она постепенно будет отходить на задний план. Мы будем все больше готовы слышать друг друга, стирать ненужные границы, чтобы можно было как минимум договориться. Потому что это не так важно. Может быть, и знаете, как в мире какая-то галактическая составляющая, когда мы узнаем, что в мире в целом вот есть что-то более важное, когда нам нужно сохранять и планету Земля, и наш мир, не разрушать, может быть, и так. Я вполне такое, потому что судьбоносное что-то идет. И для каждого из нас это откроет новые возможности. Нам придется чему-то учиться. Может быть, и вы, вот эта мера ответственности, да, или то, что вы хотите построить. Тут как будто вам судьба или ваша судьба прописана уже в небесных скрижалях. Вы идете дорогой судьбы, и вот вам придется пройти поэтапно какой-то
определенную дистанцию, дистанцию вашей жизни. 3 старших аркана. Обратите внимание, разочарование, да, точка, мы говорим, мудрые решения, скорость, убыстрение, информация. И дальше любой старший аркан, это мы находимся во власти внешних событий, во власти обстоятельств, во власти каких-то возможностей, когда нам нужно правильно организовать себя и взаимодействие с другими людьми или с той обстановкой, в которой мы находимся. Вот этого не избежать. Но ведь это очень добрые карты. И что-то завершается. Вот посмотрите, какая-то конфронтация, я больше вижу, завершается. Но это ведь карта трансформации, она где-то подразумевает, что и мы действовать должны по-другому. Что-то в ближайшее время будет вам известно, как внешние события или то, что мы должны учитывать. Мы не можем отменить завершение чего-то, понимаете? Но и мы не можем как подзастрять в этом, иначе мы можем думать, что ну что-то вернется как будто из прошлого. Нет, нам говорят, что это как новый цикл, это большие изменения, какая-то реконструкция нашей собственной жизни. Нам это предстоит, мои дорогие. Ладно. Тут прямо неожиданные какие-то моменты. Я хотела дополнительно достать как неожиданность, что это в виде неожиданности, но тут столько выпало старших арканах. Давайте мы зададим такой вопрос. Что прояснится? Напрашивается, согласитесь, такой вопрос, что прояснится. Тут проясняются некоторые вопросы, которые, может быть, касаются дела, работы, бизнес. Опять же, нам карта про скорость, причем быстро и неожиданно. Что тут быстро и неожиданно? Как будто нужно куда-то ехать или пересмотреть свои планы с учетом новых концепций, новых возможностей. По 6 мечей мы всегда отплываем от того берега, где ничего не растет. Вот здесь безжизненная пустыня. Да, человек не очень радостный, потому что, может быть, он уже привык, а вот ехать как будто нужно, отправляться. Это искусство первого шага и карта мужества. Но вообще-то это карта заслуженного успеха. Но решиться на первый шаг как будто необходимо. Что прояснится? Какие-то концепции, которые касались устоев, какой-то процедуры, регламента, законов, подписания важных документов. Все то, что предусмотрено, ну, отчасти даже менталитетом в обществе, вот где вы сейчас находитесь. Потому что король Пентаклей – статусная карта, где-то и про бумаги, и про документы. Может быть, изменение систем взаиморасчета, мои дорогие. Что прояснится. Или какая-то для вас прояснится дальнейшая ваша стратегия по части финансов. Или это может быть связано, ведь эта карта часто говорит о наших близких, буквально супругах. У кого-то что-то по личной жизни будет проясняться. Что еще прояснится? Вам придется менять свои взгляды. Ну, это не просто потому, что в один момент мы захотели менять взгляды. Нет, тут какая-то обстановка вас как будто подталкивает или, может быть, вынуждает признать свои ошибки и понимание того, что у меня, как прежде, были закрыты глаза. Прежде это, знаете, как были какие-то страхи, сомнения по конкретному человеку или по конкретному вопросу. Вот если была какая-то нерешенная старая ситуация, теперь вы будете понимать, откуда основа этой ситуации, и вам будет очень важно себе сказать какую-то правду, потому что мы всегда заблуждаемся по этой карте. Это как искаженное восприятие. Нам буквально показана женщина, она бежит вперед, а глаза ее закрыты. Куда мы можем попасть с закрытыми глазами, да еще и бегом? Понятно, мы можем и упасть, потом можем все на свете костерить, да, или говорить, что «Ой, это так вот случилось, сложилось». Нет, тут по этой карте мы должны увидеть какую-то правду, открыть глаза, и нам станет что-то совершенно очевидно.
заканчивается какая-то подвисшая ситуация. Может быть, и по отношениям. Может быть, да, вот по отношениям это явно. Или какая-то тема, которая это вашей семьи касается. Это явно было что-то такое, что вы не могли прежде изменить. А с чем это связано? Может быть, это было связано у кого-то с силой непреодолимых событий. Это где-то война или обстоятельства, которые вот сложились в данной местности. И здесь мы можем что-то уже, ну, как нам возвращает, словно по аркану Иерофант, какую-то возможность. Но еще и одновременно по королю мечей мы должны, ну, все же в согласии с законом что-то, может быть, оформить. Или с учетом закона и дальнейших перспектив есть элемент, как мы что-то завершаем и уже определяемся наперед, что будет в дальнейшем, что мы будем сами продолжать и где наш прогресс находится. Но холодная голова. По этой карте нам опять же придется поступать в согласии с каким-то регламентом или с какими-то традициями. Есть та составляющая, которую мы не можем изменить. Вот смотрите, скорее всего, вас может что-то как, что прояснится. Да, есть прояснение, есть уже какой-то прогресс, но есть и какие-то силы, что вас останавливают. Вам нужно на что-то решиться. Может быть, вы не согласны на 100% с чем-то, но тогда холодная голова помогает принять решение. Или у кого это касается документов, тогда юристы, адвокаты, это все проходит по этой карте. У кого-то я такое допускаю вопросы здоровья. Хотя я о здоровье никогда не говорю и не стану в своих раскладах на любом канале, потому что это надо идти к врачу. Только доктор оценит ваше объективное самочувствие или состояние объективно здоровья. Поэтому кто-то из вас решится. Долгое время все думал, идти, не идти. А вот теперь даже не потому, что что-то болит, но вот есть какая-то деталь, которая вас мучает, или вот, ну, как-то не все так, как вам бы хотелось. И тогда ждал и, наконец, пошел узнавать о себе что-то поподробнее, может быть и так. Потому что хочется знать о себе больше. И наверняка 13-й аркан завершить вот это какое-то, может быть, и ненужное догадки, ожидания. Может быть, для кого-то из вас это как раз решение каких-то тем по части здоровья, когда необходимо оперативное лечение. Вот может быть, и вы какое-то время не решились, а вот теперь нужно решиться, что тут у нас выпало. Но это так, первая верхняя карта соскользнула. Четверка пентаклей. Здесь, знаете, как будто вот ценности, опять же, мы говорили. Вот пересмотр, цена и ценности. И человек, который делит, держит, кстати, да, вот этот мешок с сокровищами, уже так отпускает. Потому что ну, наверное, это не важно. Да, это важно как собственная ресурсность, но это нельзя ставить на первое место, как на пьедестал. А вот, кстати, на дне у нас шестерка чаш. Может быть, для кого-то из вас конкретный человек, который рожден или имеет асцендент под как бы стихия знака зодиака воздух, это близнецы, весы, водолей, ну или асцендент имеющий. И какая-то прежняя история с новыми пересмотрами, как трансформацию тоже проходит, да, когда нужно договориться и не устроить конфронтацию. Ладно, так что же ждет? Что ждет? Давайте в ближайшие дни. Какую-то нам тут такую многозадачность карты открыли. Ну, прямо и внешние обстоятельства, и задачи каждого. Так вот, чтобы свести к какому-то общему знаменателю, нам придется работать правильно с документами, с информацией, куда-то, может быть, перемещаться. Будет период активности повышенный к этому, где-то будьте готовы, который будет идти по нарастающей. Потому что есть вот те карты, когда и решиться на что-то нужно – но есть и то, что нужно решить, а потом еще как будто ускориться. Так что же ждет в ближайшие дни? Мудрое решение. Вы знаете, вам будет буквально помогать. Вы узнаете какую-то информацию, причем так достоверно. То, что было словно скрыто, мы тайну можем какую-то узнать, что ждет. Но вам-то при всем при этом нужно уметь, знаете, держать какой-то баланс, о себе много не рассказывать. Уметь сохранять паузу
или уметь хранить молчание. Карта мудрости, независимого положения. Но это опять же старший аркан. Он подсказывает, что и люди могут всего не договаривать, что ждет в ближайшее время. Или вы чего-то не видите. Карта императора. Какие-то инстанции, у каждого свои. Или, может быть, это учреждение. Все же эта карта, опять же, законности, власти. Мы не спорим с представителями власти. Мы как будто не гладим эту власть против шерсти, мои дорогие. Это вам буквально помогает. Потому что помогает, может быть, для кого-то из вас какая-то перезагрузка по части финансов. И вам по финансам нужна, ну, может быть, и какая-то перестройка. Мы ожидаем вот как раз в ближайшие, ну, если не дни, но в ближайшее время, может быть, где-то 2-3 месяца, когда будут перестраиваться, ну, как финансовые институты, система финансовая. И это тоже может на вас как-то влиять и требовать, ну, как самого себя перестроить или что-то начать изучать. И это иногда по аркану императора учреждение образования. Может быть, это не обязательно университеты, но какие-то дополнительные курсы, образования, когда мы понимаем, как это вообще, в принципе, теперь будет работать. Но ведь это еще и возможность. По возможности то, что было скрыто, здесь могут быть пересмотры законов с учетом аркана Верховная Жрица, или вы раньше не знали, как какой-то закон работает, вы можете услышать какую-то такую правду, и тогда вы даже чему-то удивитесь. Кто-то поймет, что слишком долго ждал, а на самом деле обстоятельства, они были какие-то иные. Что произойдет в ближайшее время? Да у вас победа какая-то на кону, правда? Вы знаете, так редко бывает, когда достаешь практически самые добрые карты. И неважно, ведь это завершение чего-то. Это по 13-му аркану, это как раз по Плутону. И у нас в этот период, ближайшее где-то время, ближайшие дни, Плутон в прямом движении, мои дорогие. Он как раз и помогает нам избавиться от какой-то застарелой, замшелой информации. Или от того, что было где-то нами не понято, непонятно. Или от затянувшейся какой-то истории. Как будто Плутон говорит, ну все, хватит, баста. Это уже не имеет никакого смысла, никакого прогресса. Победа, дела, работа, бизнес. У вас какие-то важные согласования по документам. Или, может быть, по работе получится осуществить. Ваша победа на кону. Что случится в ближайшие дни? Принцесса чаш, добрые вести, мои дорогие, карта любящего где-то человека, но это принцесса, у кого-то сведения или новости от ваших детей, но вообще это радостные вести, хорошее настроение в ближайшие дни, перезагрузка на будущее. Вот очень интересно, была какая-то пауза, а теперь это уже новые планы. Что-то проясняется, понимаете? Когда можно эти самые планы строить. Но мы ведь по этой карте анализируем еще пока, что мы с собой возьмем в будущее. И где-то предусматривает, что мы не все с собой возьмем. Как будто идти в будущее нужно налегке. Поэтому от чего-то и вы будете отказываться. Или приводить в какой-то баланс. Как будто по королю мечей вы сами можете быть в таких энергиях рациональных, когда видите, что нет, а это я словно отсекаю, отрезаю. Это уже не имеет смысла ни этим заниматься, ни уделять этому время. Что ждет в ближайшее время? Вам как будто нужно собрать все силы, понимаете, и направить их на что-то одно. Двое несут арбузы. Да, тяжеловато, но своя ноша не тянет, согласитесь. И вы уже близки у цели. Вот нужно себя, как в спорте, прибавь в конце. То есть мы не бросим. Это наше добро, и мы его должны донести. Но, видимо, правильно рассчитать ваши силы, мои дорогие, вам придется. Иначе, если мы, может быть, кстати, это где-то граничит с финансами. Может быть, вы имели одни планы, так вот вам их придется перестроить. Будьте к этому готовы. Я говорила, тут и что-то меняется, вы чем-то занимаетесь, а потом еще какая-то информация приходит и заставляет вас ускориться. Так вот, с учетом десятки жезлов, нам как будто нужно что-то довести до ума.
А если мы распылим свое внимание, ну и тогда что мы получим? Тогда ничего. Вот, может быть, делегировать вам тоже придется какие-то мелкие обязанности или рутину, именно потому, что ваша какая-то победа требует наконец-таки свершений, а не растяжки по времени. Я могу допустить, что у вас будет, как знаете, узкий фарватер или узкий коридор по времени, когда нужно спешить что-то оформить или осуществить, или поехать куда-то. Достанем, что ли, карту совет? Ну, это самое главное, пожалуй, да? Если мы не будем действовать, пейзаж не меняется. Карта «Бесконечный дождь». Вот какой-то бесконечный дождь должен закончиться. И если мы ждем вот так вот словно, что кто-то придет и решит наши вопросы, проблемы, как будто мы сами тут вот уже, знаете, как гипноз от этого дождя получаем. Нет, тут вот ничего меняться не будет. Тут время возможностей. И, видимо, может быть, и карта говорит это как совет. Пора прекратить какой-то период ожидания. Еще карту совет. Может быть, у кого-то это касается личной жизни. Вот на дне колоды была же эта карта. Прекратить какую-то ностальгию пора. Самому себе сказать правду. Вот у нас тут выпадала карта, подождите, вот она, девятка мечей. Я говорила, куда можно прибежать с закрытыми глазами. Ну, может быть, какие-то периоды и пришлось проходить в ожидании. Но вот теперь я тут больше вижу, что бесполезное ожидание должно закончиться. Как действовать, давайте спросим. Ожидание, опять же, должно завершиться. Вот в этой колоде это так и называется. Служанка в ожидании. Себя поставить и свои планы на первое место, это, понятно, совершенно необходимо. Карта говорит, что ты будешь, может быть, заниматься бумагами, или вы получите в ближайшее время какое-то известие, и вам нужно будет перейти именно к действиям. Иногда эта карта говорит как о хороших новостях издалека. Контакты, контракты, отношения за рубежом. Но вот в чем момент? Тут все-таки нельзя, понимаете, как вот растянуть этот период ожидания. И ведь первая эта карта, мы с вами говорили, доверие, ожидание, эмпатия, это все прекрасно. Альтруизм тоже проходит по королеве чаш. Но тут ожидание должно у вас закончиться. И вот может быть какая-то новость, которую вы в ближайшее время получите. Вам нужно ее в действие быстро переложиться. Или, знаете, как принять решение и тут же решимость и сделать первый шаг. Не упустить возможность, опять же. И здесь могут быть как и вести издалека, но и как будто действовать придется самим. И может быть вот эту силу, да, когда отмести то, что малозначимо, или то, что второстепенно, а направить все усилия в каком-то одном направлении. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.